44-дневная война завершилась менее года назад, но уже успела обрасти таким количеством мифов и легенд, что порой кажется, будто события происходили в параллельной реальности. Сегодня мы попытаемся отделить зерна от плевел и понять, почему армянская армия потерпела поражение, в чем причина успеха армии Азербайджана и действительно ли беспилотники выиграли данную войну. С вами диванный архистратег, разбираем Вторую Карабахскую. Определить силы сторон накануне конфликта оказалось весьма и весьма непросто. Ни один из источников в интернете, на мой взгляд, не заслуживает доверия. Даже к Military Balance есть серьезные вопросы. В сети предостаточно таблиц разной степени сомнительности, но верить в них я крайне не советую. Точно известны данные о закупках Азербайджаном артиллерии и БПЛА. Всего как минимум 200 РСЗО. Системы Смерч, Т-300, Полонез, Ураган, ТОС-1 и других. А помимо реактивных систем закупались САУ, как минимум 80 самоходок к уже имевшимся на вооружении. Почти все БПЛА закупались в Израиле, и лишь недавно в Турции было закуплено примерно 25 БПЛА «Байрактар». Закупаемые в Израиле БПЛА делились на несколько классов. Легкие разведывательные Орбитер 2 и 3 было всего закуплено примерно 50 таких аппаратов. Средних разведывательных Гермес 450, Аэростар и Серчер всего около 45 аппаратов, а также тяжелых разведывательных примерно 13 или 15 Гермес 900. Дронов Камикадзе типа Sky Striker и Orbiter 1К было закуплено не менее 200, а также налажено производство в самом Азербайджане. С учетом БПЛА того же класса Хороб, а также произведенных внутри страны, в войска было поставлено не менее 1000, но вряд ли больше 1500 подобных аппаратов. Азербайджан сделал огромные вложения в артиллерию и БПЛА, в то время как Армения большей частью довольствовалась только советскими запасами вооружений, закупая лишь отдельные системы ПВО вроде БУК-М2 и ТОР-МКМ. Разница в военных расходах двух стран достигала нескольких раз. Такое положение объяснялось состоянием экономики. ВВП Армении составлял на 2020 год примерно 13 миллиардов долларов при почти 43 миллиардов у Азербайджана. При этом Азербайджан имеет как выход к морю, так и нефтегазовые месторождения, в отличие от Армении, что и привело к столь серьезному перекосу в военных расходах. Ситуация с мобилизационными резервами была для Армении еще более удручающей. Если в 1992 году, в начале Первой Карабахской войны, соотношение населения Армении и Азербайджана составляло примерно 1 к 2, то к 2020 году соотношение составляло уже более чем 1 к 3, или примерно 3 миллиона против более чем 10 у Азербайджана. А в Military Balance указывается численность вооруженных сил Азербайджана в 67 тысяч, что явно занижено. Одних бригад в сухопутных войсках было 23, что при средней численности бригады в 4000 бойцов дает цифру в 92 тысячи. И это не считая отдельных полков и батальонов, так что более правдивыми выглядят оценки в 120-130 тысяч человек в войсках. Численность вооруженных сил Армении Military Balance указывает 42 тысячи, делая оговорку, что 19 тысяч из них являются призывниками. Это связано с тем, что из 18, а по другим данным 22 тысяч бойцов армии обороны Арцаха, до 10 тысяч были призывниками из Армении, проходившими в Карабахе срочную службу. Учитывались ли эти призывники как военнослужащие армии Армении, я не знаю. Если вы хоть что-нибудь знаете, напишите в комментариях. Больше чем 10 тысяч бойцов Арцах самостоятельно выставить не мог, так как население его составляло всего 145 тысяч. Иными словами, в армии служил почти каждый шестой мужчина. Если среди 42 или 44, по другим данным, тысяч армянских солдат учтены 10 тысяч призывников, служивших в Карабахе, то общая численность войск Армении и Арцаха составляла до 54 тысяч. Если же не учтены, то до 64 тысяч. При любом раскладе Азербайджан обладал минимум двукратным численным преимуществом в живой силе. Очевидно, что положение Армении было тяжелейшим на момент начала конфликта. В истории не часто встречались подобные соотношения сил, и первое, что приходит на ум, это гражданская война в США, где северяне превосходили южан двукратно как по мобилизационному потенциалу, так и тем, что вся тяжелая промышленность находилась в основном на севере. В то же время даже численное преимущество не гарантирует быструю победу. Та же гражданская война в США затянулась на 3 года, и вряд ли Азербайджан был заинтересован в аналогичной затяжной войне. В то же время затяжка войны была для Армении еще большей потенциальной катастрофой, поскольку Азербайджан в случае долгой войны рисковал максимум политической стабильностью, в то время как для Армении это грозило вымиранием. Здесь мы подходим к первому часто озвучиваемому мнению. Армения проиграла, потому что не смогла организовать массовую мобилизацию. Действительно, во время конфликта часто возникал вопрос, а куда делась армянская армия? В чем причина такого положения?
В Армении с 1999 по 2002 год рождалось в среднем по 40 тысяч человек в год, мальчиков и девочек, а призывников числилось 19 тысяч на 2020 год. Ежегодно 9,5 тысяч юношей отправлялись служить, поскольку срок службы был 2 года. В итоге военная подготовка охватывала только половину мужского населения, а остальные просто косили от службы. Их можно понять, поскольку все вы знаете, что среди призывной молодежи есть контингенты, которые могут превратить совместное проживание в тесной казарме в настоящий ад. Предполагалось, что в Армении имелось до 210 тысяч резервистов, прошедших срочную службу за последние 12-15 лет. Но здесь была одна серьезная проблема. С 1999 года Армению покинуло более миллиона человек, и только с 2008 года более 250 тысяч. Подавляющая масса таких мигрантов приходилась далеко не на женщин, стариков или детей. Основу эмиграции составляли мужчины самого продуктивного возраста. При этом цифра 250 тысяч может не отражать реального размаха явления, поскольку многие уехавшие за рубеж не спешат отказываться от гражданства Армении, чтобы посещать родных. Но вот мобилизовать их не получится, в стране они не проживают. Поэтому никаких 210 тысяч обученных резервистов не было. Из-за эмиграции вряд ли набралось бы даже 50% этой цифры или примерно 100 тысяч человек, из которых часть уже служила в армии, а часть в других силовых структурах, имевших законные основания для отказа от мобилизации. То есть цифру в 100 тысяч нужно делить хорошо, если только вдвое. В итоге свободного обученного резерва у Армении было не более 50 тысяч бойцов. Но вы спросите, ведь есть еще 500 000 необученных резервистов, которые можно поставить под ружье. Почему же не мобилизовать их? Это дело в том, что это не так просто. Сделать из необученного призывника автоматчика можно за 2 недели. Но вот сделать из 200 таких автоматчиков роту вряд ли можно меньше, чем за 1,5 месяца. Ну а чтобы сделать из 3 таких рот батальон, нужно потратить самый минимум месяца 3. А чтобы обучить сотни таких батальонов, нужны годы. Всю теоретическую основу, в принципе, можно рассказать бойцу за пару дней. Вот только все слова улетучатся из его головы после первого же выстрела в его сторону. Поэтому повторение, закрепление и еще раз повторение, вплоть до автоматизма, до рефлексов. Не буду спрашивать, откуда бедная Армения взяла бы для полумиллионной толпы солдат, оружие и амуницию. Гораздо важнее, на каких деревьях выросли бы офицеры для такого количества дивизий. Ни в какие приемлемые сроки их подготовить было невозможно. Ну а воевать без офицеров можно только как в фильмах у Михалкова, с результатом аналогичным качеству этих фильмов. В итоге Армения при мобилизации столкнулась со следующими проблемами. Нехватка резерва первой категории приводила к необходимости подготовки необученных добровольцев. Система, которая ранее готовила всего 9,5 тысяч бойцов в год, встала перед задачей обучать до 50 тысяч в месяц и полностью провалила свою работу. Коррумпированная система призыва утратила дееспособность в критической ситуации, а количество новобранцев, которые военная система готовила, ограничивалось запасами оружия и амуниции, которых не хватило бы на всех резервистов. Самый серьезный дефицит касался обученных офицеров резерва, которых было недостаточно для развертывания даже нескольких дополнительных дивизий. Трудно сказать, осознавало ли армянское командование данные слабые стороны, но стратегический замысел в определенной степени учитывал данные недостатки. План обороны был следующим. После начала боевых действий перебросить в Карабах до 4 дивизий и быть готовыми к оперативной переброске на самые угрожаемые участки линии Аганяна, которая представляла из себя цепочку укреплений с опорой на господствующие высоты. После этого продержаться 2-3 месяца до того момента, пока противник исчерпает свои боеприпасы, а самое главное, утратит решимость продолжать боевые действия. Успех плана зависел от своевременности переброски резервов. Если же война по каким-то причинам затягивалась на больший срок, то к этому времени на фронт подошли бы резервисты второй категории, худо-бедно обученные, и тогда можно было бы вести войну дальше, надеясь на изменение международной обстановки. Никакого плана «Б» не было. С учетом имевшихся у Армении ресурсов, этот план не был совсем уж плох, но его слабыми местами были отсутствие альтернативы и принципиальная невозможность победить, поскольку для перехвата инициативы не было резервов. Объединенная группировка армии Армении и Арцаха на момент начала конфликта составляла примерно 22 тысячи солдат, из которых до 13 тысяч относилось к армии Армении. Чуть позже из Армении подошли еще 15 тысяч солдат и 15 тысяч резервистов.
На поздних этапах войны войска начали отправлять добровольцев из Армении, местных ополченцев, всего до 30 тысяч человек. И тут на пути исполнения замысла становилось второе узкое место, которое и помешало его исполнению. Количество бойцов, которое могла получить передовая, ограничивалось состоянием и исправностью парка грузовой техники, а также пропускной способностью Лачинской трассы, соединяющей Карабах с Арменией. По некоторым оценкам, Армения могла перебрасывать в Карабах не более 2500–3000 бойцов пополнения в сутки. Эта цифра сильно снижалась из-за более чем 90 тысяч беженцев, которые поспешили оставить свои дома и бежать через Лачинский коридор, затруднив подвоз подкреплений. Не стоит также забывать про необходимость вывоза раненых, а каждый раненый, напоминаю, занимает места 3 здоровых бойцов. Лачинский коридор был далеко не единственным узким местом. Общее состояние дорог в Карабахе было близко к отвратительному. Перемещение, кроме как на военных грузовиках и полноприводных внедорожниках, в горной местности было невозможно. Многие трассы не имели дублеров, были однополосными и не имели твердого покрытия. Азербайджан же наносил удары по складам с горючим и боеприпасами, а беженцы, уезжая, смели запасы топлива с имевшихся заправок, что затрудняло обеспечение топливом армии, поскольку его приходилось возить с большой земли. На поздних этапах начали сказываться большие потери в грузовой технике, которые превращали без того плохое снабжение в катастрофическое. И вот здесь на сцену выходит БПЛА. Даже тот крохотный ручеек подкреплений, который все-таки преодолевал вставшие перед ним препятствия, беспощадно атаковывался на узких горных дорогах и уничтожался беспилотной авиацией. В итоге линия Оганяна и стоявшие на ней войска воевали на износ, поскольку подвоз продовольствия, боеприпасов, а главное резервов, был затруднен. Тем не менее, Азербайджану даже в такой ситуации требовалась мощная и хорошо продуманная стратегия, которая обеспечивала бы победу. Какова была последовательность шагов и стратегический замысел азербайджанской стороны? Азербайджан изначально не планировал призывать необученный резерв, ограничившись резервистами первой категории. Количество мобилизованных солдат не превышало армянских значений, той лишь разницей, что у них изначально была гораздо больше армия. На первом этапе нужно было подавить средства ПВО. С помощью дронов камикадзе «Хороб» по наводке с Байрактара на территории Армении были атакованы элементы системы С-300ПС, после чего до конца войны о них ничего не было слышно. Затем те же Байрактары атаковали ЗРК типа «Оса» и «Стрела», расположенные на линии Оганяна, и без труда их уничтожили. В качестве приманок для армянской ПВО использовали устаревшие самолеты Ан-2, которые подставляли в качестве мишеней для провоцирования огня. Одновременно с выявлением и уничтожением ПВО на всех направлениях вдоль линии Оганяна были организованы атаки, порой силами не более 2–3 рот на одном направлении. Эти атаки полностью провалились и привели к большим жертвам с азербайджанской стороны. Может показаться, что эти атаки были совершенно бессмысленны, однако за кажущейся сумятицей таких наскоков скрывался очень холодный расчет. Задачей таких атак было растащить все имевшиеся резервы Армении по всей линии Оганяна, что и было с успехом сделано. БПЛА, имеющиеся в распоряжении азербайджанской стороны, не были столь уж многочисленны, особенно их ударная составляющая. Напоминаю, что байрактаров было не более 25, и атаковать все подряд они не могли. А задачи атаки ПВО были первостепенными, поскольку без их подавления беспилотники не смогли бы действовать столь вольготно, как планировалось. Поэтому пока БПЛА уничтожали ПВО, азербайджанская армия имитировала наступление. Когда подобные наскоки ожидаемо не дали результата, вся огневая мощь была нацелена на выявление и уничтожение армянской артиллерии и массированным артиллерийским ударом по позициям с целью нанесения больших потерь и недопущения маневра резервами. Это ключевой момент. После этого и был нанесен главный удар у самой границы с Ираном с целью организовать прорыв, который 7 октября завершился успехом. На огневую поддержку образовавшегося прорыва были брошены почти все имевшиеся у Азербайджана БПЛА с целью недопущения контрудара и ликвидации прорыва. Здесь под Джебраилом армянская сторона готовила контратаку с целью отрезать группу прорыва и уничтожить ее, что в случае успеха могло повернуть исход войны. Подготовка контрнаступления была вскрыта заранее, а сосредотачивавшаяся техника уничтожена ударами дронов, так и не вступив в само сражение. В итоге Армения 10–11 октября потерпела под Джебраилом полное поражение, которое привело к оперативному кризису обороны Арцаха.
Расширив коридор в сторону Гадрута и Физули, азербайджанская армия вырвалась на оперативный простор вдоль границы с Ираном, растягивая линию фронта для Армении, параллельно ставя задачу обхода всей линии обороны и удара по самому слабому месту во всей линии снабжения армян – Лачинскому коридору. Армения пыталась нанести контрудар под Зангиланом, который больше походил на жест отчаяния. Сражение развернулось 17-18 октября, и, как и в случае со сражением под Джибраилом, контрнаступление было вскрыто беспилотниками заранее, а ударами артиллерии и БПЛА армянские войска были рассеяны и частью уничтожены. После этого азербайджанская армия устремилась на север, однако по достижению горно-лесистой местности резко изменила тактику. Они снизили темпы продвижения, начав просачиваться диверсионными группами, которые обходили удерживаемые армянской стороной позиции по хребтам гор и холмов. Для противодействия такой тактике армянам требовалось гораздо больше войск, нежели у них было. К концу октября на юге Карабаха действовало уже более 100 тысяч азербайджанских солдат, в то время как на севере и востоке еще не менее 50 тысяч, что не позволяло армянам перебрасывать резервы с других направлений под угрозой коллапса обороны. Таким образом, на главном направлении превосходство Азербайджана над Арменией достигало троекратного, а на некоторых участках пятикратного значения. Потери Армении составили за весь конфликт не менее 5600 убитыми. Во всех современных конфликтах на одного убитого приходится не менее 4 раненых, обычно эта цифра больше, а значит раненых было не менее 22,5 тысяч. Общие потери превышали 28 тысяч, отчего приходившие на фронт резервы едва восполняли потери. Собственные потери Азербайджана составляли до 3000 убитыми и до 12 тысяч ранеными, что легко восполнялось обученными резервистами. Перекрыв в конце октября Лачинскую трассу, азербайджанская армия уперлась в оборону города Лачин западнее и в Красный базар восточнее Шуши. После нескольких неудачных попыток штурма и затянувшихся боев, они просто ударили по слабо защищенной в этот момент Шуше, которую армянская армия, видимо, всерьез считала неприступной, и после нескольких дней боев оборона города пала, а вместе с ней и гипотетические шансы Армении на победу. Итак, оцените уровень замысла азербайджанского командования. Они знали, где самое слабое место обороны Армении, и целенаправленно били туда. С самого начала операции у тех, кто ее планировал, была схема достижения победы. Они четко ее себе представляли в своей голове. Они точно знали, что меньше чем за 2 месяца Армения не сможет обучить и перебросить на фронт сколь-нибудь большие пополнения. А если перекрыть Лачинский коридор, то после этого количество мобилизованных и подготовленных в самой Армении войск не имело бы никакого значения. Здесь стоит развеять один утвердившийся миф. Армянская армия воевала только резервистами и добровольцами, не отправив в Карабах регулярные части. В разных источниках фигурируют разные цифры, от 40 до 50 тысяч солдат, которые якобы остались в казармах и не пришли на помощь своим соотечественникам в Карабахе. На самом деле в Армении оставалось примерно 26 тысяч солдат, что все-таки меньше, чем 40 или 50 тысяч. Но если посчитать дополнительно 15 тысяч резервистов, помимо тех 15 тысяч, которые все-таки успели отправить в Карабах, то и впрямь получается что-то около 42 тысяч солдат. А в чем же подвох? Дело в том, что в любой армии, помимо боевых частей, имеются вспомогательные. Это прежде всего автомобильные, ремонтные, инженерные, штабные, медицинские, учебные части, связисты, и это далеко не полный перечень вспомогательных подразделений, без которых невозможна война, их гораздо больше. Например, ремонтно-восстановительные батальоны были в составе каждого армянского корпуса, и если взять минимальную численность батальонов 400 человек, то одних только ремонтников в армянской армии было не меньше 2000 человек, а скорее всего гораздо больше. Общее количество небоевых должностей в армии было по 20 тысяч, и не менее 5000 призванных резервистов также относились к небоевым подразделениям. Количество свободных сил, которыми располагала Армения, с натяжкой составляло 15 тысяч, не считая необученных резервистов. Часть этих войск находилась в Сюнике, который Азербайджан также считает спорной территорией. По расположенным здесь комплексам ПВО был нанесен удар, и никакой реакции со стороны ОДКБ не последовало, а значит Азербайджан мог здесь действовать вольготно, и никто бы им не помешал, поэтому размещение войск здесь было оправданным. К тому же часть армянских войск обстреливала наступающих в сторону Лачина азербайджанцев со своей территории. Количество свободных сил у Армении с большой натяжкой составляло 10 тысяч солдат. Могли ли эти войска повлиять на исход войны?
И единственным способом хоть как-то замедлить темпы наступления азербайджанской армии в начале ноября была бы переброска дивизии в город Шуши и занятие там обороны. Чтобы дивизия оказалась там к началу ноября, ее нужно было перебрасывать в Шуши одновременно с Зангеланской операцией до 20-х чисел октября. Позже движение по Лачинской трассе было сильно затруднено, и перебросить по ней кого-нибудь в конце октября уже было просто невозможно. Предположим, что 10 тысяч солдат каким-то образом добрались до города Шуши. Как бы это изменило обстановку? Скорее всего, взять город с наскока у азербайджанцев не получилось бы. Однако они могли сконцентрировать здесь БПЛА и ударами артиллерии и беспилотников полностью уничтожить склады с боеприпасами и продовольствием в городе, а затем обойти город со всех сторон и взять его в осаду. Поскольку снабжение через Лачинскую трассу остановилось уже в конце октября, то вскоре защитников города ждал голод и нехватка боеприпасов, а их численность усугубила бы эти проблемы. Максимум через неделю, к 15 ноября, защитники приняли бы решение прорываться к своим любой ценой, или же их ждала участь защитников Брестской крепости. В любом другом месте эти войска уже ничего бы не изменили. После блокировки Лачинской дороги снабжение обороны Арцаха было просто невозможно. Падение обороны стало неизбежным. Здесь можно заметить, что из 50 тысяч резервистов первой категории мобилизовать удалось только 30 тысяч, или примерно 60%. Можно ли осуждать оставшихся за трусость? Прежде чем вешать ярлык трусов и дезертиров, зритель должен понять достаточно простую вещь. Земля давным-давно принадлежит потомкам трусов. Александр Матросов и Зоя Космодемьянская не оставили потомства, потому что трусость для одних – это инстинкт самосохранения для других. Многие из вас живут на Земле, потому что кто-то из ваших предков проявил трусость вместо того, чтобы героически умереть. Относитесь к этому как угодно, но это факт. По причине провала мобилизации с середины октября необученные добровольцы стали основой отправляемых в Карабах сил. Всего же вместе с ополчением самого Арцаха таких успели мобилизовать и отправить на фронт до 30 тысяч человек. Помогли ли добровольцы отсрочить падение Арцаха? Скорее всего, нет. Большая часть необученных резервистов просто путалась под ногами военных, у которых вследствие творившейся на фронте катастрофы и так были большие проблемы с управлением. Это не касается всех резервистов, некоторое количество участников Первой войны в Карабахе среди них было. Только вот самому молодому участнику той войны, который 1994 год встретил 19-летним, в октябре 2020 года было минимум 45 лет. Основным же участникам было больше 50 лет. А с учетом высокой послевоенной смертности среди ветеранов всех войн, количество участников Первой войны среди добровольцев было незначительным. Имела ли Армения хоть какие-то шансы победить, если бы распорядилась своими силами иначе с самого начала? Как это ни странно, да. Единственный шанс реализовать изначальный замысел у них был, если дополнительно 2 дивизии заранее были бы переброшены из Армении на самое опасное направление и прикрыты от атак с воздуха комплексами Бук-М2, которых в свою очередь для эшелонирования должны были прикрывать ЗРК ТОР. Оба комплекса у Армении имелось. Так что ничего фантастического в таком замысле не было. При таком раскладе, скорее всего, первоначальная атака не дала бы результата, и прорыва южнее Караханбели не случилось бы. Азербайджан мог уничтожить данные комплексы, но по примеру Ливии на уничтожение 8 ЗРК «Панцирь» пришлось потратить 23 байрактара. Конечно, в паре с Харопом у Байрактара было куда больше шансов уничтожить даже такую серьезную ПВО, тем более армянские С-300ПС они уже уничтожали. Но на это могло потребоваться гораздо больше времени, а в случае потери существенной части Байрактаров эффективность дронов Камикадзе радикально падала, так как качество установленных на них камер было куда как хуже, и им было бы труднее самостоятельно находить себе цели. Атака Азербайджана рисковала захлебнуться в обороне, и все закончилось, не успев бы толком и начаться. Но заранее данные комплексы и войска никто не разместил, так как, чтобы вскрыть подготовку азербайджанского наступления, нужны были разведывательные данные, хотя бы с беспилотной авиацией, которой у Армении почти что не имелось. После начала боевых действий шанс перебросить те же комплексы Бук-М2 по узким горным дорогам был ничтожно мал. Осталось разобраться еще с парой мифов. БПЛА ничего не решили в этой войне. Это самый распространенный и настойчиво тиражируемый миф, который в некоторых случаях звучит так. Байрактары совершили только 200 боевых вылетов, в то время как Су-25 – 600. Байрактар несет 150 кг бомб, а Су-25 – 4 тонны, ну и так далее. Тема беспилотников заслуживает отдельного рассмотрения, и я обязательно и неоднократно к ней вернусь.
Рассмотрим и БПЛА против ПВО, и отдельно рассмотрим Байрактар и многое-многое другое, так что не забудьте подписаться, кому интересно. Почему Байрактар внес существенно больший вклад, чем Су-25, хотя последний несет больше вооружений? Все дело в том, что основой вооружения Су-25 являются неуправляемые ракеты и бомбы, а время нахождения в воздухе данного самолета редко превышает 1 час. Типичное применение Су-25 следующее. Поступает запрос от командования на уничтожение цели, а затем через 10 минут после получения приказа поднимается в воздух для выполнения боевого задания. После этого они еще минимум 20 минут добираются до расположения цели, а за это время обстановка успевает измениться. Цель может уехать, пехота неприятеля может спрятаться, словом, координаты могут просто устареть. А если цель все-таки будет обнаружена пилотами, то они постараются атаковать ее с первого раза и немедленно покинуть район операции. Происходит так, потому что выхлоп двигателей Су-25, как и других пилотируемых реактивных самолетов, очень горячий, и против них эффективны разнообразные ПЗРК. Первый заход операторы ручных комплексов могут прозевать, а вот ко второму успевают подготовиться, и поэтому судьбу лучше не испытывать, а отбомбиться и сразу улететь. Напротив же, БПЛА используют поршневые двигатели, либо электрические на аккумуляторах. ПЗРК против них практически бесполезны. Если Су-25 с большой натяжкой может находиться в воздухе час-полтора, то Байрактар может висеть в воздухе 24 часа и терпеливо выжидать цель. Ему не нужно до нее полчаса добираться, и он может атаковать ее сразу после обнаружения. Если средняя продолжительность полета Байрактара считать 20 часов, то только одни эти аппараты провели в воздухе 4000 часов. Иначе говоря, в любое время дня и ночи над Карабахом летало минимум 4 Байрактара. Если данный комплекс совершил 200 вылетов, то он мог атаковать до 800 целей, или 4 цели за один вылет, поражая их с точностью близкой к 100%, чего Су-25 обеспечить не может. Но даже когда Байрактар израсходовал свой боекомплект, он не завершал миссию, а продолжал выискивать цели для дронов Камикадзе типа Orbiter и Sky Striker. Камера, установленная на Байрактаре, может обнаруживать цель на расстоянии до 50 километров, а подсвечивать ее лазерным лучом до 20 километров. Именно этот комплекс уничтожил большую часть армянской ПВО, а затем основную часть артиллерии и существенную часть колонн с резервами. В паре с израильскими разведчиками они установили практически круглосуточное наблюдение за армянской армией, зная о ее позициях и перемещении даже лучше, чем армянский генштаб. Именно ситуационная осведомленность позволила нивелировать все контратаки армян и в конечном итоге нанести им поражение. Но был еще один убийственный фактор, который производил своими атаками Байрактар и дроны Камикадзе. Представьте себя на месте армянского резервиста или его родителей, которые смотрят, к примеру, телевизор. Видя там сплошные победы, кучу убитых врагов и временные, так сказать, спрямления фронта. Затем они заходят на YouTube и видят там, как БПЛА методично истребляют армянских солдат. Каждый день. Неумолимо. Полностью безнаказанно и без всяких шансов на спасение. Снова возвращаемся к понятию трусость и самосохранение. Если вы отец резервиста и у вас стальные яйца, то максимум вы отправитесь на войну сами, но своего сына на убой не пошлете. Неважно, что БПЛА уничтожили только треть или четверть всех жертв с армянской стороны, а основа потерь пришлась на применение артиллерии. Важно то, какой сокрушительный эффект это производило на психику даже самых смелых людей. Именно Байрактары, пусть и частично, ответственны за то, что 40% резервистов не явились на призывные пункты, и именно поэтому беспилотники внесли решающий вклад, а Байрактар стал одним из символов данной войны. Еще один миф. Международное вмешательство могло изменить результаты войны в пользу Армении. Чаще всего под этим подразумевается вмешательство со стороны РФ и ОДКБ. По примеру того же Донбасса, а позже Сирии, скорее всего, помощь от РФ привела бы не к тому результату, который могла ожидать Армения. А результат такой помощи мог быть для армян хуже, чем если бы они просто сдались и прекратили войну. Даже сбитый российский Ми-24 никак не изменил настрой РФ, поскольку у Азербайджана имелось 200 тысяч аргументов против такого вмешательства. Ну и не забывайте про Турцию с ее 600-тысячной армией. Поэтому давление на Азербайджан со стороны РФ ограничилось запретом на ввоз сельхозхозяйственной продукции, например, помидоров. Прежде чем возражать, приводя в пример войну 8 августа 2008 года, не забудьте, что у Грузии на тот момент армия составляла 26 тысяч солдат.
из которых против Южной Осетии было брошено не более 12 тысяч. Думаю, ни одна страна, включая США, не могла остановить Азербайджан в октябре-ноябре 2020 года. И единственное, что могло вынудить их изменить свои планы, это военные поражения, отсутствие продвижения на фронте и дефицит боеприпасов. А лучше все это вместе. И, пожалуй, последний, скорее даже не миф, а вопрос. Является ли Пашинян предателем? На самом деле это не мое дело, и решать судьбу Пашиняна должны сами армяне. Судя по тому, что они его избрали повторно, они для себя все решили. Мое же дело не судить, а констатировать, и выводы мои таковы. Если Пашинян предатель, то ему не нужно было делать особых шагов, чтобы привести Армению к поражению. Если уже он не предатель, а честно пытался привести свою страну к победе, то ему нужно было прыгнуть выше головы, показав гениальные интеллектуальные и организационные способности. Как мы знаем, сделать он этого не смог, как, впрочем, и все его предшественники, поскольку весь план обороны Арцаха придумал явно не он один. И не он один ответственен за то положение армии, в котором она пребывала к концу 2020 года. В конце здесь нужно было бы ляпнуть какую-нибудь мудрость, и она звучит так. Гордыня не предшествует падению. Гордыня и есть падение.